Синемания – область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Мы продолжаем прямой эфир программы «Синемания» на волнах первого подмосковного радио. У микрофона Виктория Малякова и Давид Шнейдеров. И сейчас мы продолжаем разговором о тех фильмах, которые я очень люблю. Я очень люблю фильмы ужасов, я люблю ужастики, я люблю остросюжетное кино. И сегодня у нас замечательные гости. Стоит отметить, что 21 октября в Москве стартовал 10-й юбилейный российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор-фильмов «КАПЛЯ». В рамках фестиваля проходят показы как старых, так и премьерных фильмов, звездные мастер-классы с участием отечественных и зарубежных гостей кинопремий, тематические выставки и квесты. Фестиваль продлится до 25 октября. А сегодня у нас в гостях президент кинофестиваля «КАПЛЯ», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кинопродюсер, актер Виктор Буланкин и актер-режиссер, икона жанра фильма ужасов Хавьер Ботет. Здравствуйте. Виктор, всем привет. Давайте начнем. Расскажите, что за фестиваль «КАПЛЯ», история фестиваля, коротко, цели и задачи. Ну, смотрите, фестивалю нашему, на самом деле, уже 10 лет. Это как раз юбилей. Видите, такой, получается, не очень удачный юбилей, учитывая все вот эти обстоятельства, да, непреодолимые силы коронавируса и все прочее, из-за которого нам пришлось с марта месяца перекинуться на октябрь. Вот, то есть это уже перенесенные даты фестиваля. И, конечно, главная проблема у нас была с привозом артистов зарубежных в этом году, как вы понимаете, потому что нам практически чуть не до президента пришлось дойти, учитывая то, что границы все закрыты. Вот. Фестиваль жанровый, посвящен остросюжетному кино и хоррор-фильмам, то есть фильмам ужасов. Специфика фестиваля в том, что каждый год привозим звезд Голливуда и других стран, соответственно, которые имеют отношение к этому жанру. И в рамках фестиваля, помимо конкурсных кинопоказов, проводятся церемонии награждения и, как вы правильно сказали, звездные мастер-классы и квесты. Кстати, а почему «КАПЛЯ»? «КАПЛЯ» чего? Крови, «КАПЛЯ» пота? страха, «КАПЛЯ» ужаса исходили из этого, но на самом деле есть еще такой одноименный фильм ужасов, называется «КАПЛЯ», если помните. Да, старый такой фильм, очень неприятный. Ну, вот, по этим двум соображениям мы приняли решение так назвать, поскольку еще исходили из того, что огромное количество таких названий, которые характерны для фестиваля фильмов ужасов, они просто заняты. Хавьер, не было ли вам страшно лететь в Москву? Well, in this moment, everything. And this moment was so hard because Victor was working very hard to bring me here because nobody can fly out of his own country. But finally, after a lot of controls, I'm here. And I was so glad. And I have to say thank you very much to Victor. It's my first time here in Moscow. And it's been 2 days, amazing days. And the next 2 days, I'm sure it's going to be amazing too. Все было очень неопределенно, и до последнего момента ничего не было понятно, и сложно было выехать, въехать, и Хавьер благодарит Виктора в его лице фестиваль за то, что все-таки он здесь, и преодолев все границы, он приехал сюда, очень рад, и уже 2 дня были замечательные, проведенные им здесь, и еще 2 дня предстоящие, надеется, что будут не менее увлекательными. Хавьер, вы снимались в большом количестве страшных фильмов. А чего вы лично, реально в жизни боитесь? No. I think that's a question that I had a lot of times, and I can't find a specific fear. No, I have very little fears. So if we are speaking about monsters, spirits, or aliens, or something like that, I have no fears. And in my personal life, no. I think... Rats. Yeah. Крысы. Что касается страхов вообще, то есть если говорить о киноперсонажах или каких-то монстрах чужих и так далее, то есть здесь страхов нет особых. А что касается в личной, так сказать, жизни, то тоже, в общем-то, особых страхов и опасений не существует. Только вот если крысы, да. Ni siquiera a la muerte me he enfrentado varias veces a ella y lo he hecho sin
Oh, sorry, I'm speaking Spanish for the moment. I I noticed, speak very yes. well myself. Not even the death. I was from the death sometimes in my life because of a lot of stories, and I was in front of the death without fear. So I think I have no fears. Maybe more the pain than the death, but. Даже что касается такого понятия, как смерть, то есть поскольку были какие-то случаи в жизни, когда, в общем-то, были опасения, но даже тогда не было особого страха смерти. Может быть, если только вот страх какой-то боли, а так каких-то глобальных страхов нет. Виктор, а чем лично вам интересны фильмы ужасов? Ну, вы знаете, во-первых, я начну с того, что я вообще люблю фильмы самых разных жанров, очень увлекаюсь кинематографом. Почему выбрал эту стезю? Наверное, потому что очень хотелось быть, скажем так, единственным в чем-то, вот занять какую-то нишу, которая у нас еще не занята. А, как вы знаете, в России жанровое кино на уровне кинофестиваля вообще крайне слабо развито, да, то есть существует, допустим, кинофестиваль финского кино, немецкого кино и так далее. Вот жанрового кинематографа, ну, практически нет. Ну, вот, можно сказать, по этой причине и решили этим заняться, хотя все прекрасно понимают, что уровень российского хоррора, если мы говорим о российском кинопроизводстве, он, конечно, крайне низок. И, в общем-то, главная наша цель и есть в том, чтобы привозить именитых людей, представителей этого жанра, которые на тех же мастер-классах смогут, ну, дать какие-то полезные советы начинающим актерам, режиссерам и продюсерам в России, представителям этого жанра. Друг мой, но в жизни столько страхов, столько ужасов, Согласен столько с вами, крови, согласен. столько боли. Зачем еще фильмы ужасов? Вы знаете, у нас слоган фестиваля «Фильм ужасов не пугает, они учат не бояться». То есть на самом деле вы правильно сказали, что в жизни-то ужасов происходит намного больше, чем в кино. И лично я воспринимаю кинохоррор как определенный вид интертеймента для взрослых, то есть способ, наоборот, расслабиться, отдохнуть, уйти от реальности, посмотреть на какие-то вымышленные, несуществующие вещи. Потому что в жизни все действительно намного страшнее, мы с вами в этом убеждаемся. А за прошедшие 10 лет фестиваля изменилось как-то качество российских картин в этом жанре? Ну, я могу сказать, что однозначно, конечно, за 10 лет оно изменилось. Вот есть фильм режиссера Святослава Подгаевского «Та же невеста», который, ну, на мой взгляд, уже приближены к такому международному стандарту качества российского хоррора. Но в целом я бы все-таки отметил, что, знаете, вот как в Индии, да, вот, например, если фильм ужасов, там все равно танцуют, то вот у нас то же самое. У нас, если фильм ужасов, то все равно это по-русски немножко, да, то есть это вот все равно как-то не совсем так, как это должно быть. Поэтому мне кажется, что все-таки все еще впереди. А сериалы, вот «Кровавая барыня», «Колл-центр» да, сейчас. это как раз вот в нашей конкурсной программе в этом году «Кровавая барыня», сериал «На краю» также. Вот. Но это все-таки не совсем фильм ужасов, согласитесь, да, это остросюжетное кино, это такие, скажем так, детективные триллеры с элементами, опять-таки, драмы, мелодрамы и так далее. То есть, вот Хавьер, так. вы веселый, улыбчивый парень. Я на вас смотрю, и вы улыбаетесь. А когда вы снимаетесь в фильмах ужасов, вас никогда не подмывает рассмеяться на съемочной площадке? To laugh. To laugh, yeah. Yes, I'm doing always. I cannot. Всегда смеюсь. Yeah. I like to joke in my life. I love comedy, and I'm doing comedy in Spain, but around the world, only horror. Он говорит, что любит очень шутить, все время постоянно старается отпускать какие-то шуточки и принимает участие в съемке комедийных сериалов в Испании, но международную известность вот именно получил благодаря хоррорам. А вот расскажите мне, в чем для вас разница в съемках в Европе, в Испании в частности, и в Голливуде? Okay, well, especially when you go to Hollywood, you feel the economic difference. Yes. Прежде всего, это с экономической точки зрения разница, когда вы приезжаешь в Голливуд. Yes, it's a big country. They make a lot of money with their movies. То есть это большая страна, они делают много фильмов и зарабатывают на этом большие деньги. So you feel that in every day of shooting. И это чувствуется каждый день съемок. People take care very much of their job. Люди очень внимательно относятся к своему делу, к своей работе. They make you feel like a star. И из-за этого всего чувствуешь себя звездой. То есть ты себя чувствуешь звездой? So you feel you are a star. Like movie star. Yes, when I'm there, when I'm in Hollywood, I feel Когда я в something Голливуде, like that. то что-то типа того, да, я чувствую.
А замечательный певец Стинг спел «I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York». Ты себя чувствуешь как испанец, который пришел в Америку? Yes, something Like like Spanish man that came yes, to yes. America. I was in Calgary in Canada with Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, and Iñárritu, shooting a movie called The Revenant. And in one moment, I was looking the mountains full of snow, and I was saying to myself, "What the hell I'm doing here?" They don't know who I really are. If they discover, they will say, "Go out," because I'm a guy from a little city in La Mancha in Spain, and it was like, "What the hell I'm doing?" Когда Хавьер был в Калгари, в Канаде, принимали участие в съемках вместе с Леонардо Ди Каприо в фильме «Выживший», он во время одного съемочного дня посмотрел на окружающую природу, на горы, покрытые снегом, и про себя подумал, какого вообще черта я здесь делаю, кто я такой вообще, да, то есть я парень из Кастилии-Ла-Манчи, если бы вот все остальные узнали, кто я, то есть они бы так и сказали, отправляйся ты назад, братец. Хавьер, ты любишь Сервантеса, любишь Дон Кихота? Do you like Cervantes? Yes, of course. I feel my roots. Man from La Mancha. Yes, I always, since I was a child, I felt very close to Don Quixote. С самого детства я чувствовал вот эти корни, был близок к этому, к Дон Кихоту. In Spanish, we know as the knight of the sad figure, because he is always represented as very tall, very skinny, like weak, and I felt very similar always. Он чувствовал себя очень близкий, даже чисто внешне похожим на Дон Кихота, такой же худой, высокий, вот с копьем, такой человек, который очень сильно напоминает Дон Кихота. А ты боролся с ветряными мельницами? Did you ever fought windmills? Windmills? If I perform it. No. In your life. In reality. If I saw. In reality. Yeah, no. In my life, I was born in Ciudad Real, in the center of La Mancha. So I saw a lot of main wheels. I've been inside, and I still see some, because I keep going back to see all my family. Поскольку он родился вот в провинции Кастилия-Ла-Манча, там много этих ветряных мельниц, он часто туда приезжает, в общем, видит их постоянно, как бы сталкивается, возвращается к вот этим корням. А есть ли границы у фильмов ужасов, предел жестокости, и темы, на которые нельзя говорить? Ну, естественно, как, в общем-то, фильмы и других жанров, а фильмы ужасов тем более, фильмы имеют определенный возрастной ценз, да, понятно, это во-первых. То есть всегда есть ограничения определенной аудитории. Если вы имеете в виду вообще, есть ли такие темы, которые нельзя вообще затрагивать в фильмах ужасов? Ну, да. Ну, наверное, нет, потому что, знаете, фильм ужасов, он хорош тем, что это может быть блокбастер многомиллионный, который рассчитан на огромную аудиторию, да, тогда, наверное, да. Но вы знаете огромное количество примеров, когда судьба фильма ограничивается интернет-показами, да, какими-то внутренними закрытыми клубами и прочее, прочее. Поэтому фильм ужасов, он, наверное, хорош тем, что здесь, в общем-то, границ как таковых нет. Другой вопрос, на какую аудиторию ты рассчитываешь, да, и на какой уровень дистрибуции. Но есть же запрещенные, да, фильмы ужасов. Например, вы на своем фестивале несколько лет назад показывали сербский фильм. Сербский фильм. Да, это действительно, как его величают, такой некий порно-хоррор. Фильм, который был запрещен, практически в большинстве стран. Но вы считаете, такое кино можно показывать? Вы знаете, я считаю, что такое кино, тем не менее, тоже имеет свою аудиторию. Его можно показывать, но просто люди сами должны выбирать для себя, являются они теми, кто хочет посмотреть это кино или нет. Вот и все. Но в Америке подобное кино показывают только в adult theaters. Абсолютно правильно, так и есть. Конечно, безусловно, если показывать такое кино, значит, его показывать нужно со всеми применимыми ограничениями и предупреждать человека о том, на что он идет смотреть. Как вы контролируете возрастной ценз? Я вы говорю, просите паспорт?
Ну, не я, кинотеатр. Ну, я понимаю. Кинотеатр. Мы уведомляем кинотеатр о том, что вот такой фильм, это пока строго там, грубо говоря, да, 18+. Минимум 18+. Хотя, поверьте, я думаю, что даже там из 30-32 да. психика не каждого человека выдержит такой проверяют паспорта? Паспорта, да, действительно проверяют. Вот. Но другой вопрос, что, я говорю, бывает аудитория, которая даже там 30+, она пришла, и через 5 минут она ушла, потому что они понимают, что просто такое кино они переварить не в состоянии сами. Хавьер, во многих фильмах вас гримируют по несколько часов. Как вы воспитываете в себе терпение? Well, I think I was always very patient. Он говорит, что всегда, в общем-то, был человеком терпеливым. And as you say, I have a good mod, so I try to enjoy the time with the makeup artist. То есть и даже в этих ситуациях он старается наслаждаться, получить наслаждение от общения вот в этом процессе с людьми, которые его гримируют. We laugh, we make jokes, we listen to music. То есть мы смеются, шутят, слушают музыку. And a lot of times breathe to inside and make like nirvana positions, you know, to часто to останавливаются, принимают вот эти позиции, как бы входят в позы в нирвану и так далее. То есть yes, it's hard, claustrophobic sometimes. The most of the times is 5-6 hours. Да, это действительно достаточно сложно. Преимущественно в большинстве случаев это занимает от 5 до 6 часов. But it's very boring, buddy. Yeah, sometimes It's I was boring. even 9 hours before shooting. Я говорю, что очень скучно ждать 5-6 часов. It's quite boring to wait for 5 or 6 years. Yes, it's hard. It's hard. Да, It's, это тяжело, да. but if you love the results, Если And тебе- it's worth the money you receive for it, right? yes, of course, it helps so much. Теперь надо все это привести. Если тебе это нравится, и если ты знаешь, что за результат ты получишь деньги, то оно того стоит. Of course, the money and the when you're a child, you love the cinema, and when you see what you're doing in the monitor, you think everything makes sense. То есть когда когда ты ребенок, ты смотришь на маленький монитор, на сцены, которые отсняты, и все это когда обретает смысл. But a lot of times, after 3 days in a row doing the same makeup, a lot of times I think, what the hell I'm doing? I don't need that. I'm gonna finish. I'm gonna never more. But you do it again. Но иногда, когда по 3 дня подряд приходится вот высиживать в такое количество часов за гримом, посещает его мысль о том, что вообще зачем это нужно, пора все бросить и уйти. И я даже знаю, что ты в этот момент делаешь. He knows what you're doing at such moments. Ты поешь песню группы Абба. You're singing ABBA songs. Money, money, money. 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 Yeah, no, a lot of songs, Queen, whatever. Да, много разных песен, да. А расскажи, пожалуйста, для наших слушателей, ты очень много снимался в технологии motion capture. You were engaged into the motion capture technology. Как это происходит? I've been using. How is it done? Well, I think it's in one way is easier because you don't need to be 5 hours of makeup. То есть, с одной стороны, это может быть просто, потому что тебе не нужно благодаря этой технологии сидеть по 5 часов и гримироваться. And a lot of time the big makeups are heavy and doesn't allow you to move you easily. И потому что большое количество грима, наложенное за вот эти 5 часов, из-за этого сложно двигаться, то есть они затрудняют движение. But my love and my love to the cinema is in the practical effect. So I love what you feel is real. Но больше всего он как раз-таки любит вот именно не цифровые эффекты, а то, что приходится делать, как говорится, руками, то есть своим телом. А чем репертуар фестиваля 2020 отличается от репертуара предыдущих лет, Виктор? Я тут, в общем, заметил, что у нас один из фильмов конкурсной программы называется «Инфекция». Сразу выделил его, конечно, в свете последних печальных всех событий, которые у нас происходят. А на самом деле, если говорить серьезно, то приятно то, что из года в год увеличивается количество вообще заявок на фестиваль.
То есть мы получаем, в принципе, в течение года ежедневно, наверное, по 2-3 заявки. Понятно, что впоследствии наш уважаемый жюри это все отсеивает и отбирает наиболее качественные фильмы. Причем стараемся отбирать фильмы максимально разнообразные. То есть подчеркнуть тем самым, что, в общем, остросюжетное кино, хоррор-фильмы — это не только фильмы ужасов, а это огромное количество поджанров, которые существуют, да, то есть это там и трэш-хоррор, и психологический триллер, и саспенс, который был придуман Хичкоком, да, изначально как поджанр, и так далее, и так далее. То есть вот именно подчеркнуть вот это разнообразие. А у вас есть любимый поджанр? Ну, вот как раз я Хичкок очень люблю, да, поэтому, наверное, саспенс можно назвать одним из них. Но, в принципе, трэш-хоррор мне тоже очень нравится. Например, я очень уважаю работу студии Трома. То есть понятно, что у нас в России такое кино, в общем-то, несъедобное считается. Ну, это такое... Трэш-хоррор — это такой как? сатирический... Это такой, знаете, как сказать, сатирический стёб. Вот так вот это можно назвать. Номер для ваших WhatsApp-сообщений +7 966 032 5832. И пришел вопрос к обоим нашим гостям. Есть ли у вас любимые фильмы в жанре фильмов ужасов? Your favorite horror movies, Хавьер? My favorite movies, horror movies, are beginning of 18s, all the decade of 18s. I mean, The Omen, The Exorcist, The Shining. То есть это все фильмы с начала 80-х годов. То есть «Знамение», то есть «Омен», который у нас был, и «Изгоняющий дьявола», «Экзорцист». Уильяма Фридкина. Да, все эти фильмы. И «Шайнинг», «Затмение» Стэнли Кубрика. Shining is brilliant movie. Yeah. Jack Nicholson is amazing. Я хочу со своей стороны подчеркнуть, что действительно фильмы 80-х годов, на мой взгляд, это наиболее качественный и интересный хоррор, который стоит смотреть. Лично мои любимые фильмы — это фильмы режиссеров Стюарта Гордона и Брайана Юзна, ну, вернее, вот этой пары, да, как режиссер и продюсер. Да. «Реаниматор», «Дантист», «Извне», «Некрономикон», вот эти фильмы, ну, вот лично мне вот они как-то вот меня пугали, по крайней мере, в детстве, поэтому мне больше всего То есть вы нравится. в каком возрасте вы свой первый Вообще фильм фильм ужасов ужасов посмотрели, да? Ну, наверное, лет с 12. Вот. Поэтому такая теперь, видите, нарушенная психика. Хавьер, а чем лично вы занимаетесь на фестивале? What are you doing personal, you, Хавьер Ботет? What for did you come? Victor, it's the last 2 years trying to bring me here. Виктор в течение последних 2 лет пытался таки зазвать сюда на фестиваль его. Yes, I've been the last 10 years working around the world in big horror movies, so he wanted to bring me as host. И на протяжении последних 10 лет Хавьер снимался по всему миру в достаточно известных больших хоррор-фильмах, и Виктор хотел пригласить его как раз на фестиваль в качестве главного гостя. Ну, не только гостя, но еще лауреата, потому что не секрет, что мы Хавьера награждаем одной из премий, самой престижной премии нашего фестиваля за международный вклад в развитие жанра хоррор. А как выглядит премия, кстати? Премия у нас выглядит в виде такой капли крови, падающей на постамент. Вот. Каждый год мы ее немножко модернизируем, меняем, то есть бывают разные материалы, из которых она сделана. Один год у нас был обсидиан, был хрусталь и так далее. То есть каждый год немножко меняем, что-то пытаемся улучшить, но концепция именно такая. Хавьер, а чем вы заинтересовали Голливуд? You started in Spain, when начали сниматься в Испании, in Europe, and then you came to Hollywood. Why? What happened? Why did you go to Hollywood? Why? Why? Because the movies that I liked since I was a child was Star Wars and all the science fiction and Alien and all this kind of movie that we cannot do in Spain, or we're not doing in Spain. We can maybe, but we're not doing so. Потому что, возможно, что все фильмы, которые вот Хавьеру нравились с детства, это и «Звездные войны», и «Чужой», все это было произведено в Голливуде и не производилось в Испании. То есть этого в Испании сделать не могли. Может быть, отчасти поэтому. Зато у вас есть Педро Альмодовар. Yes, of course. I want. It would be a dream, but I knew always that I had something special, and I used that my body. So after making a name, a nice work in
in this genre, horror and science fiction. Now I'm having some options to work in more things, and I want to do everything. То есть благодаря своей вот внешности, своим способностям и сделав карьеру, получив признание в роли вот всяких разных монстров в хоррорах, то есть теперь у Хавьера есть возможность выбирать и, возможно, какие-то планы, даже и мечта у него есть вот касательно Альмодовара, и, возможно, в каком-то фильме из Альмодовара сняться. У нас есть звонок. Ребят, наденьте наушники. Алло? Алло? Здравствуйте. 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 Меня зовут Алиса, и у меня вопрос к вашим гостям. Почему люди ходят на фильмы ужасов? Неужели им прям нравится бояться и не спать потом по ночам? Хороший вопрос. Спасибо, Алис. Давайте мы сейчас попросим отдельно ответить Виктора и отдельно Хавьера. Ну, мне кажется, я уже затронул эту тему немножко. Все-таки я считаю, фильм ужасов надо воспринимать как развлечение. И люди же ходят не потому, что их туда заставляют идти, правильно? То есть, ну вот, например, есть такая специфика, как пошла пара в кино, парень с девушкой, да? Вот ей стало страшно, она к нему, значит, на плечи прыгнула, ну, ему от этого приятно. То есть, по сути, это в каком-то смысле способ сблизиться, там, да, завести знакомство. Я тоже считаю, что секс в кинотеатре — это самое крутое, что может быть. И только благодаря фильму ужасов это возможно. Давайте, Хавьер. I think sex in the theater, Yes, I think while horror the same. movies, you know, it's great. Yes. No, but I think it's like a roller coaster, a way of experiment the adrenaline and emotions. Ну, это что-то вроде американских горок, то есть выброс адреналина вверх-вниз, то есть походы вот в кино на фильмы ужасов, да, то есть желание вот испытать это чувство, близкое к нахождению на аттракционах. And another way, I think, is a kind of therapy to confront, face some stuffs that you don't use to front, like the death, the sickness, a lot of things that we don't speak so much. And I think it's a kind of therapy of laughing or enjoying in other way. И к тому же это еще что-то вроде такой способ терапии, защиты от тех, может быть, страхов, явлений, как то смерти, болезней, чтобы лучше противостоять с этими вещами, которыми мы встречаемся в жизни. Сейчас у нас короткая реклама, не уходите, скоро вернемся. Синемания – область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья. Мы продолжаем. У микрофона Виктория Малякова. И Давид Шнейдеров. И у нас в гостях президент фестиваля ужасов «КАПЛЯ» Виктор Буланкин и замечательный артист, человек с невероятным чувством юмора, который снимается в самых страшных фильмах, Хавьер Ботет. Please translate him. Because I made good compliment. Продолжай, Вить, вы что-то хотели сказать перед тем, как мы ушли на рекламу? Уже столько всего обсудили во время рекламной паузы, что я даже не помню, что хотел сказать, но на самом деле можно просто отметить то, что действительно с большим трудом в этом году удалось привозить иностранных артистов. Конечно, хотели намного больше привезти. Мастер-классы те же самые в этом году у нас будут отсутствовать, то есть будет только церемония награждения, потому что, ну, есть определенные ограничения, опять-таки, которые мы побороть не можем, не имеем права просто. Окей, а что тогда Хавьер делает в Москве? Чем он занимается? Вот он просыпается и идет на Красную площадь? Ну вот эти 2 дня, насколько я знаю, судя по его инстаграм, за которым я активно слежу, да, они с Сашей, с его девушкой, которая, кстати говоря, русская, посетили уже основные места достопримечательности Москвы, погуляли по центру города, по Арбату, по Красной площади. Но впереди их ждет насыщенная программа, которая уже организована нами, как организаторами кинофестиваля. Например, завтра им предстоит большая экскурсионная прогулка на 2-этажном даблдекере, и затем они идут на квест, знаете, наверное, такое... Есть развлечение, вид развлечения, как перформанс-квест. Вот завтра они испытают себя в роли жертв на страшном квесте в Москве. Я даже боюсь... Нет, я уверенно скажу, Хавьер, Russian girls are the best girls in the world. Русские девушки самые классные. Look at Victoria. She's beautiful. I agree. Totally agree. Абсолютно согласен. Хавьер, а я очень хочу вас спросить по поводу «Игры престолов». Я
фанатка этого. Ваши впечатления от съемок в этом культовом сериале? In what project? Game of Thrones. Okay. Game of Thrones. Well, like every actors, when you know that all the people is paying attention to some show, you want to be part of that, and well, it's historical series, and for me it was an incredible honor to get a little part. Для Хавьера было невероятной честью принять участие в этом культовом действительно сериале, за которым следили огромное количество зрителей, и для актеров было настоящей мечтой попасть туда. A lot of makeup artists wants to work with my body, with me. So the art director in Game of Thrones were 3 years asking for me to the producers. So finally, in the last season, they gave him the option to bring me. And it was a little part, but he made a nice job, a nice makeup, and he enjoyed it, and he made me happy. На протяжении 3 лет продюсеры пытались привлечь, вовлечь Хавьера к съемкам, и вот наконец удалось это, и в последнем сезоне как раз таки вот получилось, хоть и небольшую, но роль сыграть, и это было здорово. Хавьер, как ты думаешь, почему «Игра престолов» так популярна во всем мире? Not sure, maybe because all the beautiful things that are around of the mind problems of the, I think it's like a, what's it, telenovela, you know this word, telenovela? Mm-hmm. It's like a big telenovela, but for men's too, so. Это что-то вроде типа такого сериала, но для мужчин. И благодаря этому все его так любят. A lot of words, and everybody think is something rude, but finally it's a telenovela. То есть большое количество, все с мечами, у всех изначально впечатление, что будет что-то очень такое жесткое и грубое, но получается такой сериал. А ты посмотрел все 8 сезонов? Yes. I don't used to see much series, but the popular pressure makes me see the biggest one. The biggest series. Он посмотрел, да, и старается смотреть вот наиболее известные крупные сериалы, такие как вот, например, Lost. Тоже. А кто твои любимые герои из «Игры престолов»? Well, I always felt happy when I see Tyrion. Tyrion Lannister. Yeah. He's a great actor. Блистательный актер. 3 билборда на границе Эббинга, Миссури. Сыграл в фантазии. 3 billboards, the Ebbing, Missouri. Yes, he's an amazing actor. Absolutely. Виктор, Хавьер, вы смотрите фильмы ужасов, да, работаете в фильмах ужасов. А вы верите в существование потустороннего, сверхъестественного? Я верю, да. Я вообще могу сказать то, что, вы знаете, вот то, что как раз хотел сказать, что все-таки, наверное, фильм ужасов — это в том числе способ побороть свои страхи. Я в детстве жутко боялся темноты. То есть я вообще не мог засыпать, вот, если нет хотя бы там небольшой лазейки света. И еще у меня был такой страх, я очень боялся такого аттракциона, как комната страха. Вот, то есть, причем родителям моим очень нравилось, видно, то, что меня это пугает, потому что они мне постоянно на ней сажали, значит, в эту вот тележку, которая выезжала в этот темный дом. Я просто закрывал глаза, но мне даже от звуков было страшно. То есть я не видел даже всех этих аниматроников, которые там выскакивали слева-справа. Мне было страшно только от самих звуков. И когда я выезжал, я только тогда открывал глаза. И все равно я уже был полон впечатлений.
Вот, наверное, может быть, это одно из тех впечатлений, которое подтолкнуло меня к работе в жанре хоррор-фильмов, в том числе квест-индустрии. Так, а сверхъестественное это существует? Призраки? Да, я верю однозначно, и в инопланетян верю, и в призраков верю 100%, и, как мне кажется, даже местами встречался с ними. Javier, do you believe in monsters, aliens? I believe, I'm sure that the people doesn't know very much A lot, about yeah. what we have around. So I can't say no. Хавьер говорит о том, что мы, люди, не знаем всего, что нас окружает, и, конечно, он верит в сверхъестественное, в призраков и так далее. But in my personal life, I'm very scientific, so I need proofs to spend time thinking and whatever. Но в обычной жизни он очень ориентирован на доказательства, получение подтверждений, то есть над чем можно будет подумать и осмыслить. So if I hear You're more realistic. You're more realistic. if I hear sounds in my house in the night, I know it's a tube, is something creeping in the wood or whatever. I never scare for sounds. I never expect a ghost. And if a ghost, I think, appear in front of me, I will ask him what he wants. No running. I think first to say hello. Hello. Do you want something? Can I help you? Хавьера никогда не пугает какие-то звуки или скрипы, которые раздаются у него в доме в ночи, или если что-то где-то раздастся какой-то звук, то есть он знает, что это где-то вода в трубе или скрипнул пол, то есть когда он не пугается, если вдруг перед ним окажется призрак, прежде всего он у него спросит, что тебе надо. Ну еще поздоровается. Поздоровается. Хавьер, а ты в Санта-Клауса веришь? Yes, and the Magic Kings, and no, of course no. I love the Christmas. I love the Christmas. Нравится праздник Рождества, конечно, в Санта-Клауса уж не верит. Как побороть психологические проблемы в себе? I believe in an origin of the story of Santa Claus and the Krampus and в истории происхождения Санта-Клауса, Крампуса и так далее. Как побороть психологические проблемы в себе? What is the way to cope with the psychological problems within yourself? What is the way to cope, to fight, to oppose psychological problems within yourself? To overcome all your psychological problems. If you have inside your inner psychological problems. I cannot understand what is the question. So, sorry. You don't have psychological problems? No, physical. Talking about some psychological problems inside you, and how you manage to struggle with them, how you manage to in life. Yeah. Yes, everybody has psychological problems sometimes. У всех иногда появляются время от времени психологические проблемы. Well, the first thing in this case is to communicate with your people around. То есть прежде всего здесь самое главное это общение, то есть коммуникация, общение с людьми, которые тебя окружают. Возможность общения. У нас звонок. Алло, добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня тут назрел вопрос. Вы говорили, что есть ужастики, на которые можно сходить со своей парой. Можете ли вы назвать, например, 5 фильмов, которые вы обязательно порекомендовали бы? «Человеческая многоножка». Не надо произносить это. Который обязательно нужно на самом деле смотреть, или сербский фильм. На самом деле, действительно, конечно, вот если мы говорим... к многоножке? Ну, положительно отношусь. Как я вам говорил, вот сербский фильм Вы «Человеческая многоножка». серьезно? Да, я считаю, что эти фильмы, я честно, я их посмотрел, понимаете? Вот я посмотрел из любопытства. Но это же комедии.
Ну, воспринимать этот фильм можно абсолютно по-разному, да, но вот, тем не менее, вот, я считаю, что все равно найдется аудитория под такое кино тоже. Но, конечно, это не те фильмы, на которые надо ходить со своей половинкой, потому что понятно, Смотря какая половинка. Потому что это вызывает определенное чувство отвращения. Вот, поэтому в этом смысле, я считаю, любой слэшер подойдет для... Тут даже не обязательно называть их 5, потому что любой слэшер это когда там, грубо говоря, некий маньяк гонится за жертвой, да? Вот любой такой фильм, там какой-нибудь «Крик», «Кошмар на улице Вязов» и так далее, вот все это, я считаю, я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом, вот эти вот фильмы замечательно подойдут под поход вдвоем. Хавьер, а вы знаете про фильм «Человеческая многоножка»? Слышали про него? Как Виктор, помогите нам. Как по-английски называется? Human... it also was with Eric Roberts when there were body parts one by one connected to each other. Frankenstein. No, Frankenstein, but the disgusting movie about body parts which were when your mouth was connected to the S. Yes. As a centipeded man. Yes, Right. Correct. Yeah, this one. Вы бы смогли сыграть в таком фильме? Would you be able to? Yeah, would you be able to be one of the actors of this movie? Okay, when I do a movie, firstly I read the script. Прежде всего, прежде чем начать съемки, я читаю сценарий. And then I decide if it's going to be something funny to do, something that I want to do. Потом уже принимать решение относительно того, It's будет called это здорово. the human centipede. Centipede, yeah. And if I have to do the role of the girl with the mouth in the ass, maybe I will say no. But if I'm the sick doctor, now the most difficult work for our interpreter. То есть, если прочитав сценарий, я пойму, что я буду изображать человека, который, значит, ртом пришит, к пятой точке другого человека, то, возможно, скажу нет. То есть все зависит от того, в какой части человеческой многоножки ты будешь, правильно? Ну и от гонорара, конечно, да, сколько денег еще заплатят. I rather to be the doctor, the crazy man. Скорее бы он предпочел быть в роли доктора. By the way, извините, вы же знаете, кстати говоря, Эрик Робертс снялся в третьей части этого фильма, но он снялся, конечно, не в роли одной из этих жертв, а как раз в роли там сумасшедшего доктора какого-то. Да. Такая роль вполне. Хавьер, расскажи о твоей работе с Гильермо дель Торо. Well, for me, it was in the beginning in Spain. I was so lucky to start making movies. But I was dreaming to make a jump to USA and work with Guillermo del Toro. Когда Хавьер начинал работать, сниматься в кино в Испании, все время мечтал о том, чтобы перескочить, так сказать, в Америку, в Голливуд и познакомиться с Гильермо дель Торо. Finally, my first movie out of Spain was Mama, directed by Andy Muschietti. И в результате первым его фильмом вне Испании был фильм «Мама» режиссера Андреаса Мускетти. Yes, and Гильермо дель Торо был продюсер. Yes, he produces. So then I met him. Meanwhile, he was working in other movie. Да, то есть там как раз-таки они познакомились, встретились в то время, когда он работал над другим фильмом. And finally, we worked together as director and actor a few times. И в конце концов им довелось поработать как актер и режиссер в нескольких фильмах. So it was a dream come true. He is a very gentle and easy guy. То есть это мечта сбылась у Хавьера. Он очень мягкий, очень интересный человек. And have a lot of imagination. He's always thinking, and everything is very artistically ready. И с очень богатым воображением, художественным вкусом и все время с какими-то идеями. Знаком ли ты с замечательным режиссером Алехандро Аминабаром? Of course. Да, конечно. Расскажи про него. Personally, Amenabar, no. I know his work, I know all his movies. Знает его работы, знает его фильмы, но не знаком лично. Ты видел фильмы с Николь Кидман другие? Have you seen movies with Nicole Kidman? His movie, Ellos. Yeah, I saw The her. Others. She was working in Spain.
Чем become an awareness. отличается европейский, испанский фильм ужасов от американского фильма What ужасов? are the difference between the European and American horrors? Well, American is different of everything because of the money, as I told you. Как я уже сказал, Before. американский фильм отличается тем количеством денег, которые на него In Britain, тратятся. you feel something similar because it's the same market. В Британии Because что-то of the подобное, language. потому что рынок тот же в плане языка английский. But I don't know, I felt always very comfortable working close to my home. Но он говорит, что всегда он чувствовал себя очень удобно и комфортно, работая ближе к дому. But it's a dream to be working in the big movies in Но USA. So. всегда мечта работать в каких-то больших фильмах. Я согласен, хочу тоже добавить, что вот голливудское кино, это у него сразу привкус блокбастерности такой вот есть. А все-таки европейское кино, даже то, которое вот у нас принимает участие в фестивале, которое мы постоянно регулярно отсматриваем, это все-таки такой некий артхаус, то есть это какое-то такое арт-направление с какими-то своими европейскими изюминками. Там, ну, например, есть такой фильм «Тролль Егерен», это норвежский фильм, называется «Охота на троллей». То есть, соответственно, ну, кино, которое раскрывает свои местные обычаи, традиции, какие-то страшилки, да, которые свойственны конкретно вот данной территории, данной стране. Вот, наверное, вот это и есть главное отличие. То есть, Виктор, вы хотите сказать, что и в жанре фильмов ужасов есть свои блокбастеры, есть свое артхаусное кино, Однозначно, абсолютно есть свои однозначно. Спилберги. Да, и есть свое национальное кино. Вот И есть свое опять-таки, запрещенное кино. свое запрещенное кино, свое национальное кино. Вот говоря про тоже индийский хоррор, вот я знаю, их Индийский очень хоррор. мало, их очень мало индийских фильмов ужасов. Один из таких фильмов у нас, в частности, в конкурсной программе этого года, поверьте, там тоже танцуют и поют. Это удивительно. Хавьер, у русских актеров очень много суеверий и примет. Например, если играют мертвого человека, то после того, как сцена снята, оператор не выключает камеру и должен показать язык в эту камеру. У вас есть какие-то суеверия, связанные с вашей актерской профессией? Ну, ты еще его спроси, садится ли он на роль, если его уронит. А вдруг садится? А вдруг Давид. действительно Но садится. испанцы, наверное, тоже у них есть Испанцы какие-то должны быть... приметы. Ведь испанцы суеверные. Испанцы? Да. Ну, спросим сейчас, но мне кажется, нет. For the in Spain, there are like in every places people superstition. То есть в Испании, как и в любом другом месте, у людей есть свои предубеждения, свои суеверия. But I'm not at all nothing superstitious. Но Хавьер совершенно не суеверный человек. А ты паэлью готовить умеешь? Yeah, yes, I cook. I love rice and Расскажи, как ты ее arroz con готовишь. caldo. What is the way It's you like cook? the way. Do you cook paella? How do you cook Yes, paella? I do paella. How? How? Very tasty, delicious. Он готовит I mean, Он you рецепт start спрашивает. from, you boil the water. how much rice. Yeah, you want the recipe. The recipe. Yeah, you got Okay. it. Now, I fried the meat Прежде because всего I жарится love мясо. the mix. Мясо или морепродукты? Seafood or meat? I love the meat, Ему больше нравится мясо. the paella, meat paella. Мясная. So I Плов fry называется. first the meat and then take out of the can. Сначала the жарится paella. мясо, потом оно вытаскивается со сковороды. Then I do with the onion, the Дальше идет лук, garlic and чеснок, yes, Carrot. everything. морковка, все Carrot? прочее. No, I think No. carrot. Carrot? Морковь, карот. I think no. No, без э, моркови. Yes, all the vegetables to make the sofrito. The То есть sofrito. такой жарит овощи, Ну, смесь такая. смесь овощную, да. Then the meat again, the Снова rice, добавляется мясо, рис, the liquids and the масло, color, and then wait. приправы, и And потом ждем. don't lose of paying attention Нужно все время следить, чтобы ничего не пригорело. and passion. И здесь нужно Программа «Смак» получилась. Passion. много терпения. Скажи, Хавьер, для тебя кино — это вообще что? Просто работа, развлечение, судьба, что это?
it's my life. Это жизнь. Since I was a child, I never stopped seeing movies. То есть с самого раннего детства он не прекращал, все время смотрел фильмы. I was all my life drawing. Все время рисовал. With the movies, with the TV on, playing movies, hearing movies. Когда на заднем плане все время работал телевизор, шли какие-то фильмы. Drawing monsters. Я продолжал рисовать разных монстров. Shaping monsters with plastilina. Лепил монстров из пластилина. And after all, I've been drawing storyboards for movies. После этого он уже начал рисовать вот эти... Like comics? Yes. Комиксы для фильмов, раскадровки. I read comics and comics is very similar to cinema. The way of composing. Очень подобно, похоже на кино, на комиксы. And when I'm not working, I'm at home seeing movies. So то есть, когда он не занят какой-то работой, он находится дома и все время смотрит фильмы. Виктор, в России очень много кинофестивалей, очень много разных кинофестивалей. Есть отдельные фестивали кинокомедии, есть фестивали семейного кино, есть фестивали там православного кино, мусульманского кино, много-много. Фестиваль фильмов ужасов один. А, кто его финансирует, и б, кто в конце концов дал разрешение на проводить такой щекочущий нервы кинофестиваль. Да, и наш кинофестиваль самый лучший на самом деле. Ну, смотрите, что касается вот разрешений, да, кто дал и так далее, у нас, слава богу, все демократичная страна, как я считаю. И у нас нет такого, что какой-то запрет, тем более вот важно понимать, что фильм ужасов — это не какой-то все-таки изначально запретный жанр, это один из первых жанров кинематографа, которые вообще появились на свет. Поэтому, в принципе, жанр крайне уважающий себя, да? Вот. Потом по поводу запретов. На самом деле, первые годы, когда мы делали фестиваль, я вот как с организаторской позиции скажу, было очень сложно. Потому что внегласный запрет, он все равно существовал. То есть не то, что нам ставили палки в колеса, запрещали его проводить. Нет, пожалуйста, проводи, если у тебя есть деньги, если у тебя есть финансирование, делай. Но вот даже вывешивали, например, на городской рекламе логотипы в виде капли крови, у тех же рекламных операторов вызывал определенный вопрос. А почему? Как же так? Ведь проходят мимо дети, все-таки это же как-то, наверное, не очень хорошо. Вот так. А что касается разрешения, на самом деле, на сегодняшний момент мы официально зарегистрированы международный кинофестиваль в России в реестре Министерства культуры. Поэтому нам все дали добро по всем направлениям. Ну что, осталось встретиться на фестивале ужасов «КАПЛЯ». У нас в гостях был президент фестиваля Виктор Буланкин и сеньор Хавьер Ботет. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо всем, пока. Мы прощаемся с вами. Виктория Малякова. Давид Шнейдеров. Услышимся через неделю. Синемания – область культуры. Вся палитра культурной жизни мира, страны, Москвы и Подмосковья.